смотрите, какая вещь. Вот у нее здесь ей подписали, подрисовали, да, например, да, вот такие интонации, да? Вот у нее есть такая вещь. Дальше у нее есть вот такая. Да, вот. Вот это ей нарисовали, да? Как бы она, видимо, это, может быть, не очень хорошо слышала. Я буду помедленнее, да, вы меня останавливаете. Я сейчас не об ее игре, а о том, что я вижу в ее ноте. Да? Что происходит в Скарлатти? Да? Вот смотрите, вот это ей нарисовали, да? Вот. У нее задача сыграть эту интонацию, не делая вот этих вещей. Потому что она тут же нарушает это движение, которое есть там. Да? То есть задача в чем? Я, кстати, вот к примеру о теоретических вот всевозможных изысканиях, не как противник этого, боже упаси. Но вот посещая массу уроков Веры Васильевны Горностаевой, я смотрела уроки Нейгауза, которые сейчас выкладывают, и так далее. Вспомните, вот на одну секунду вспомните, они говорят о теоретических знаниях, связанных с конкретным сочинением, или они говорят о чем-то другом? Они всегда говорят о чем-то другом. У них всегда все направлено. Если Нейгауз и Горностаева, вообще вот эта школа, да, вся русская. У Гальденвейзера тоже, я была на уроках Татьяны Петровны Николаевой, я помню, как она играла, как она рассказывала. Она апеллировала массой примеров к разным музыкантам, проводя какие-то теоретические, вот в этой редакции там было это, в этой редакции там было это. Вот. А потом показывала, как играл Файнберг, да, как он предлагал. И начиналась музыка. И вся теория куда-то исчезала, потому что Файнберг все это же опровергал тут же своей игрой. Да? И Вера Васильевна, она так умела заразить, подвести, но о чем она говорила? О литературе. Она читала стихи, она говорила о каких-то образах, она рассказывала, как Нейгауз не занимался мазурками. Он сел и все сыграл. После этого она все поняла. Она их играть не могла. Я это уже видела в ее фильме, этот рассказ, а до этого она мне об этом рассказывала, ну не мне лично, студентам, я просто ходила к ней, знаю, что интересно, я слушала. И она, занимаясь с кем-то мазурками Шопена, рассказывала, как она не могла преодолеть себя. Она уже играла почти все, кроме мазурок, не могла их играть. Потом пришла к Генриху и сказала, что нет, мазурки я не могу, помогите, скажите, что делать. И он сказал, Верочка, сядьте, я ему поиграю. Взял, открыл ноты и закончил на последнем уже. На 67-м опусе она говорит, я ушла рыдать, слеза. После этого я начала играть музыку Шопена, играю всю жизнь. Он ничего не говорил, ничего ей не рассказывал, потому что она знала литературу хорошо. Она знала про это время, она читала, да, не просто теоретические труды, как надо играть мазурку, так и это. Потому что если сейчас исходить из теории, как надо играть Шопена, мы его вообще играть не сможем. По одной простой причине, что у поляков такое количество уж текстов, редакторских, всевозможных поднято в библиотеках, в архивах, да, того, кто во времена Шопена что-то корректировал, слыша его, там сам Шопен, там он издал, не захотел, а его там издали, а потом нашли еще 5 вариантов этого сочинения, то вот в этом всем вообще непонятно, как играть даже с точки зрения текста. Он такой разный, что часто приносят дети, я говорю, знаете, я не знаю, вот я лично этого текста просто не знаю. Это не значит, что вы играете неправильно. Конечно, не значит, что, возможно, люди опираются на какие-то знания. Полякам как ни сыграй, все плохо. У них, у каждого поляка еще свое. Один любит это, другой любит это, третий любит это. Да? И я всегда говорю, ну, знаете, давайте, наверное, вот оттолкнемся просто от того, что известно, вот, да, то, что мы по максимуму как бы знаем. Какие-то редакции Клинверта в прелюдиях, какие-то наши русские, Борина, Мишлена, даже они отличаются между собой. Белов отличается, Подеревский отличается, каждый находит какие-то объяснения, ссылки на какие-то русские редакции. Но более-менее в 3-4 редакциях происходит совпадение текстовое. И я говорю, ну вот так вот нашли, вот тогда я убеждена, что я могу это выпустить, я могу сказать, извините, вот вам. Попробуйте мне это опровергнуть. Я не обязана знать все, что во всех хранилищах, так же, как в сонатах Бетховена. Почему, если мы берем сонаты Гальденвейзера, редакция Бетховена, и мы говорим нашим детям, играйте по Гальденвейзеру. Это что? Гальденвейзер единственный, который написал правильно, а возьмите редакцию Шнабеля, она полностью, и его педаль шнабелевская, опровергает все, что пишет Гальденвейзер. Они что, оба были безграмотны? Они не знали теорию, но Гальденвейзер был настойчив, вся профессура консерватории до сих пор говорит, лучше играть по Гальденвейзеру. Почему? Есть какой-то критерий, когда есть общий стереотип, совпадающий с тем, что возможно. Но в
этом Гальденвейзере я нарушу 150 раз ту педаль, которая написана, в зависимости от человека. А если человек сам ничего не слышит, я его отправлю в Гальденвейзер, он хотя бы глупостей не наделает. Вот хотя бы я избегу этих глупостей. А к Шнабелю я отправлю талантливого человека, потому что он просто не справится. Он не сможет играть с педалью Гальденвейзера. Ему нужно больше. Точно так же, как если мы возьмем редакции Музони, инвенции Баха, симфонии Баха, если мы возьмем редакцию Черни, если мы возьмем редакцию Петерсона немецкую и возьмем куртекст, да, редакцию Бузони детям плоха, а взрослому мне она интересна. Потому что момент импровизационности Бузони для взрослого человека, который уже оснащен, свободен, и он показывает мне другие критерии. Как он через ноты может еще что-то показать, да, через знаки. А Черни, который фантастический виртуоз, он исходит из педали своих виртуозных возможностей, своей вот склонности вот к вертикальному точному слышанию, да, вот всей палитры. Мучеллини исходит из того, что нужно деткам подсказать. Да? Где кончилось это, где началось вот это, где можно, вот это, что это вот называется стретто, а это называется вот так. А уртекст этого ничего не дает. И если человек, уже переигравший по разным вот этим редакторам, видит уртекст, он по-другому ноты читает. Вот вам и есть знание или незнание. А от того, что я буду метать бисер и рассказывать с какими-то там даже примерами, читать какие-то выдержки, говорить, что вот это было принято только так. Если мы сейчас будем играть Баха на кафедре старинной музыки, нам всем поставят кол и скажут, что это все плохо. А мы потом придем домой, включим Гульда и поймем, что вот эту всю кафедру надо уволить. Потому что Гульд показал, что эта музыка настолько импровизационная. И что, потому что время у Баха, в то время импровизация была на первом месте, а потом форма. Потому что не может человек создать форму, если ему дали тему. Вот, он пришел, придворный музыкант, Моцарт, Бетховен, Бах, ему дали тему, и он на эту тему импровизирует на ходу. От чего родились Гольберг-вариации? Они бесформенные абсолютно. И только супер выдающимся слухачам, талантливым людям, которые обожают эту музыку и знают, как держать ваше внимание, удается эти сочинения. Не играют же все подряд Гольберг-вариации. Почему вторые части баховских концертов самые трудные? Потому что вот этот момент импровизации, когда вы должны за собой вот этот маленький щиплющий оркестр, который должен щипнуть тогда, когда вам надо, а не вы должны сыграть тогда, когда они вовремя. Вот вам это, пожалуйста. И мы сейчас разрушим любые наши познания, потому что мы будем, если мы отталкиваемся от знаний, мы будем играть плохо. Что надо сказать? Надо отменить методику, надо отменить все остальное? Нет, неправильно. Ну вот я, например, помню методические занятия в консерватории, когда нам рассказывали, у нас был хороший преподаватель, но рассказывал о разных пианистах, о том, о всем, мы сравнивали там, кто чем играет. Но никогда это не уходило за рамки того, чтобы рассказать о тех музыкантах, которые в это же время, когда наши были признаны самыми лучшими на весь мир, что существуют еще такие же великие, совершенно в другом мире. А эти люди должны были это знать, это их предмет. Они у нас просто украли 5 лет хорошей головы, светлой, спокойной. И я сейчас в свои 50 нахожу тех музыкантов, которые гораздо интереснее всего, что было. Вот просто как музыканты, которые обладали невероятным мастерством, невероятным фантастическими знаниями, жившие в другом мире. А это очень много. Жить в мире свободном или жить в мире за железным занавесом. И никто не сказал, что Гелис это плохо. У меня это один из моих самых любимых пианистов. Я покупаю его все. Вот сейчас я купила последнее собрание сочинений, переслушиваю опять от начала до конца все. И понимаю каждый день, что да, пианистов много, а Гелис играет все лучше. С каждым днем он играет все лучше. Понимаете? И так же, как Аборин на скрипке, он каждый день играет все лучше и лучше. А мастерство скрипичное зашкаливает, да, казалось бы, потому что что-то не вытворяют эти скрипки. Вот в этом и есть. И это люди, которые, да, они вникали в музыку, да. И, я, например, очень хорошо помню, когда что я еще была здесь маленькая, и мой будущий учитель консерваторский, очень мало кому известный человек, но он дружен был с моим, видимо, этим, я тогда это не знала. И меня позвали где-то, я была в возрасте, наверное, класса 7-го, Эмиль Григорьевич записывал 5 концертов Бетховена с Кондрашным.
И мой учитель ему аккомпанировал дома, они готовились к записи. И когда я пришла, он жил в Брежневском доме, я пришла на урок, села так тихонько. Гильз был страшен. Я там чуть в обморок не упала. Пульту. Он нервничал, он такой серьезный, до ужаса. А потом что-то сказали, он так улыбнулся вообще, солнышко такое, вот абсолютно светлое. По-другому, ну ему сказать, что там ребенок очень хочет там послушать, все. Я стояла на коленях, говорила, дайте послушать, как вот я этого человека никогда не видела, только на обложке пластинки. И он так умилился этому, сказал, ну пусть. Я сидела 4 дня, пока они репетировали. В интернате меня теряли все время, потому что я уходила в 10 утра и приходила в 11 вечера. Так они работают. И мне этот учитель все время говорит, смотри на ноги. Гелис у нас как занимался? Или босиком. Никогда в обуви. Он даже не петировал в большом зале консерватории в носках. И из-за границы ему привозили на самой тонкой подошве, тогда здесь ничего не было, туфли. Для него нога и педаль это было единое целое. И мне тогда было сказано, ты смотри туда, а сюда не смотри. Я же поначалу, а мне все время голову педагога искала туда. И я поняла, вот тогда я поняла, что вообще он играет вот этим местом. И это у него это уже... Кстати, у вас я это тоже заметила. У вас не просто возможно. Взять педаль. Нет, вообще слов нет таких. Взять педаль. И он жил в этой педали. Вот и я когда слушала эти концерты Бетховена, с тех пор я все, что не слушаю, и я понимаю, говорю, вот тут все хорошо на этом этаже, а там нехорошо. Вот там нехорошо. Потому что Гиллис, когда играл сонаты Скарлатти, я почему не слышала? Он вот так никогда не дальше. Он бы сделал так, чтобы эта интонация вылетелась. И вот это раз. Да? Вот где-то он мог подвиснуть и тянуть эту музыку. Вы будете слушать Горовица, как он играет эту сонату, вы поймете, какое огромное расстояние между форте и пиано. Но вы нигде не услышите вот таких подменных интонационных штрихов. И вот там не существует. И когда она играет вот эту тему тоже, что у нее происходит? Сыграет. Смотрите на ее левую руку. Видите, у нее левая рука очень хорошая. Но правая в другом характере. Ноги. Ноги напротив. Вот это место, это оно от двух рук, да, вот это. И густота вот этого, она уже другая. Она такая, вот у нее тут серьезно, а тут не серьезно. Да? А это вместе. Это какой-то более гулкий инструмент, какой-то другой тембр совершенно. Вот сыграем. Вот одинаковый вес, одинаковый. Нет, видите, как она бьет? Все. Вот. А дальше появляется. Вот нигде нет ни одной лиги, которую не нарисовали. Чем сложен Скарлатти? Нет у него вот это. Нет. Это будет умом. А у Скарлатти этого не будет. Это вот одним пальцем. Да? Но вы должны слышать эту интонацию, которую вам носят. Вы должны при этом. Да, поэтому... Да? И эта нота вырастет. И это так будет иметь другой вид. Медленно. Это трудно. Давай. Это так прям. Да? Никакой связи, никаких лиц там нет. И в этом трудность, потому что потом в быстром темпе, это же надо быстро сыграть, значит у вас появляется вот это движение, очень мелкое, которое вы даже пощупать не можете. Вы ему показать не можете. Но у вас рука начинает жить. Почему, если вы играете купюре на Рамо Скарлатти, вы приходите к блестящему пианизму? И если вы этого не играете, вы никогда не получите полноценный пианист. Вот мы не играли, нам в наше время не давали играть Скарлатти, потому что с этим надо было очень много возиться. Надо было много знать, чтобы это преподавать. Или быть очень убежденным в том, что это правильно. И этому научиться практически, может быть, и было у кого, но я не помню. Это играли в том случае, когда ехали на конкурс Сантандер, когда ехали на конкурс Клары Хаскель, где Скарлатти Сонаты были в обязательном порядке. Вот тогда мы в консерватории слышали у кого-то, кто готовился. Вот. Мы играли Солера, Скарлатти, вот эти вот вещи.
Это совершенно другое время. И почему, когда вот у меня появилась в классе Долгница, у которой есть настоящая перспектива артистическая, да, настоящая выше, я ей дала роман Пупору. Первый раз за 30 лет. Кому? Потому что я понимаю, что человек услышит, и руки позволят это сделать, научить ее. И в момент после этого все трели в концерте Моцарта, я вообще о них разговор. Просто разговор. Потому что это надо играть очень, вот она играет. Да, вот она играет. Вот сыграет двумя руками эту тему. Что там происходит? Эта нота верхняя длинная, а это чуть-чуть короче, потому что она 3 раза берется отдельно. Сыграй мне первый этап. Двумя руками. Двумя. Двумя руками. Видите, что когда она играет двумя руками, она верхнюю ноту держит абсолютно правильно. А когда она мне вот так играла, она играет выразительно нижнюю ноту. А там этого нет ничего. Ну, другая. Какой голос поведет? Вот это. Он поведет просто в силу вот физического движения. Вот этот станет важным и будет уже 3-й раз звучать по-другому. Я не буду ничего менять в динамике, он просто будет звучать. Она не может это играть двумя руками, потому что она, да, это трудно. Это трудно. Так надо учить, чтобы понимать и слышать. Вот пусть играет сейчас одной, не быстро. Давай, поехали. А там не так. Там-па-пам. Вот это там-па-пам. Ударный звук. Там-па-пам. А дальше сверху. Да, она играет легко. Она вот это держит. Оно не держится. Оно держится ровно вот лишнюю секунду, чтобы звучать нон-легато и не перетянутым, да? Потому что вот эти 2 ноты позволяют четверти всегда в то время звучать на секунду короче. Потому что ему нужен вот этот шаг. Такой достаточно маршевый характер. Дальше. А вот это вяло. Вот этот кончик пальца для пьяных Скарлатти. Он вялый. А почему она вот здесь делает дырку? Там-там, там-там. Связаны 3 ноты. Да, вот это. И опора как раз на 7 наверх. Другую часть руки опора. Вот на эту часть. Давай. Еще раз. Вот. Да, как бы сразу. Это по-другому. Теперь вот эту играет. Там этого нет. Там есть тема. Вот видите как? Она играет с одной стороны, рукой связана, а фраза не связана. При этом тут же нарушает все штрихи и делает дырки там, где их нет. Это прыжок в эту тему, да. Как там написано? Ну? Нет. Медленно. Быстро. Да, только выразительно. Лучше. Еще. Это вяло. Вот это вяло. Это активно. Там папа. Да?
отсюда играем. От точки. Это мало, это больше. Это длинная нота, гудящая, да? Смелее. А что вы называете точкой? Начало пассажа, да? Да, вот она играет этот пассаж, переводя его в разрешение, да, как бы. А ей сначала так-то. Это разные вещи. Там. У нее все линии вот так заканчиваются, да, вот смотрите. Вот тема, которая началась отсюда, вот здесь внутри может быть продолжение. А вот это не может быть вот так же сыграно, как здесь. Потому что это начало темы, такое же. Просто на другом басу. И это следующее. И это все имеет расстояние между нами. И сложность в том, чтобы потом еще все это вот держать вместе, вот, имея вот эти расстояния, да, и еще и вести как бы единую линию. Играем отсюда. Вот это должно вступать. Нет, у нее левая разрешается. Левая от первого звука. Нет, вот она отсюда играет. Да? Тогда это любой другой композитор. Нет. Услышал? Понятно? Давай. Попробуй. Яってみて。Да, вот это трудно, координационно, очень трудно. Давай, еще раз, медленно. Долго передерживает бас. Не готова рука. Вот здесь он уже снялся на фа диезе. И дальше. Очень точные такие
Играем. Еще, вот смотри, вот это. Слышите этот шаг? Лучше, а еще дольше. Да, вот точнее, по каждой нотке пройти. Сильно очень, да? Это вырастает в силу своего движения к такому красивому звуку диезу, да? Поехали. Ты же пришла сюда. Тихо, да? Примерно, да? Дальше больше. И опять. Я могу уйти. Да, и закончила эту часть. Все должно быть очень совершенно и очень завершено, да? Вот мы сыграли сюда форте. Дальше пианиссимо играем дальше. Другой бас, да? Вот другая басовая интонация. Тихо звучит, да. Нота в ноту, да? Они одинаковые значимости, одинаковой стоимости все эти ноты, да? Одинаковые. Это все 16. Вот без этого. Да, вот без этого. Она вот играет либо силовыми, да, вот она по-простому, да. Задача-то в том, чтобы вот каждая нотка, да, была ровненькая. Для этого надо напрягать кончики пальцев. А у нее вялые руки. У нее хорошие пальцы, но вялые руки при этом. Потому что точности прикосновения. Да, вот точнее вот это. Ты все бросаешь. Ты бросила, и ты играешь не мелодию. Не надо. 2, 3, раз. Другой совершенно путь. Закончен. Связан. И ясный звук должен быть. Поехали. Раз, та-та-там. Может быть, без замедления, как угодно. Но увидеть эту точку, положить руку и потом только играть. Очень близко. А ты играешь, ты уже начинаешь. И думаешь, это пьяно. Это не пьяно, форте закончил. Пусть играет первая форте. Нет, сразу форте.
ей надо интонировать. За нее поинтонировать. Вот она мне так играет. Я все время это слышу. А там ничего этого у Скарлатти нет. Вот если я одним пальцем играю, я могу это сделать? То, что она делает? Не могу. Это физически невозможно. И не надо этого делать, потому что этого нет у Скарлатти. Точность должна быть. Вот попробуй дома, когда будешь поиграть одним пальцем. И позбудешь, сколько тебе надо времени, чтобы нацелиться на эту ноту. Да? Это важно. Давай сейчас играем, как играем. Да? Что-то. Это не форт. Оно звонкое. Звонкие пальцы. Понимаешь, она все время играет на рояле так, в общем. Очень конкретно. Нет общего понятия, общего звука. Есть конкретный звук. Конкретной теме. Вот это один образ, да? Более длинный звук, восьмушек и 16. А здесь он более короткий, потому что регистр в инструменте, на котором игрался, здесь был звонкий, такой, немножко дребезжащий. Ну, надо немножко ухом к этой аутентичности приблизиться. Что мы можем сделать? Просто играть без веса, без кантиленности, а звонко и коротко. Да, вот это. Мне вот кто-то вчера, по-моему, на мальчике, да, мама сказала, так вы там стаккато играете. Я вообще не играю стаккато, я просто быстро пальцы снимаю. Это две разницы. А звучит стаккато. Вот в этом виде. Потому что дети, если вы им скажете, играй стаккато, все, вы их зажали. А вы говорите, быстро снимай пальцы, и все звучит. Это разное. Потому что стаккато очень трудно. Это очень редко, и взрослые-то мы не все можем. А вот быстро убирать пальцы, эффект стаккатности получается. И тогда легче играть. Давай вот играть. Форт и пиано, я хочу это услышать. Ну кончик не цепляет, да, положить струну? Не цепляет. Ну, нет, ну он должен, как он не цепляет, он должен цеплять. Он должен цеплять. Она и не цепляет. А у нее опора на одной ноте. Мне нужны все звуки одинаковые. Не только нота си, не только си, соль, да? Вот каждая. А ты мне играешь все время по музыке. Та-та-та, та-та. Вот я это слышу. Это все замечательно, только это не Скарлатти. А мне нужен Скарлатти. Вот видите, когда она играет пиано, ей становится труднее, и она замедляет. И, пожалуйста, и замедляй, можешь. Поэтому многие здесь замедляют. Хотя там этого не написано. Дальше играем. И опять возвращаемся. Вот длинная нота, да? Дальше. Длинная. Да, вот эти аккорды очень важно, пожалуйста. Начинаем. Того, ну начало. Опять, да? И вот почему здесь так звучит, да? Да, можно играть так. Но по движению музыки, да, этот один аккорд. А крещендо в то время не было. Не было, невозможно было сделать крещендо на том инструменте. Что можно было сделать? Добавить вот длинный, положить педаль, и он будет громче, да? И прийти сюда. Можно было начать, да, вот если я просто педаль добавляю, все равно громче звучит. Значит, уже обозначается какое-то движение.
пожалуйста, сюда. Да? Не было. Нет, ты бросила все. Мы поставили эту точку опять. Значит, дослушать вот это. Там мельче рисунок, да, вот это. Но его надо дослушать. А ты влетаешь в эту, а он туда не влетает. Он как бы на месте. Давай. Не надо играть. Вот сейчас было правильно вот это место. Вот это синкопа. Значит, на нее будет браться, да? Потому что тогда гудел инструмент, это вполне могло быть да, вот это держать, да, а потом начинается дальше. Вот это. А длинных, пожалуйста, отсюда. Жабо человек, да? Вот с красивым жабо, барокко, да? Вот, во что бы эти, да? Вот это очень гордо. Такой, да? Где-то маленький оркестр с маленькими трубами, да? В замке. Давай играем, пожалуйста. Секунда. И очень близко. Такой вот вдавленный немножко прессом руки, да? Это звонко. Это звонкие пальцы, легкие, а это наоборот.
ручкой. Вот это пальчиками. Новое. Это мне было мало, потому что дальше должно быть пьяно. Мало, погромче, не надо бояться, погромче, покрепче. Такие пальцы ни о чем. Вот теперь слушай вот этот такой грузный аккорд на фоне звонкой правой, да? Поэтому я играю легче и короче его, да? Он не должен быть вязкий. Правая рука делает форте, и правая рука делает пиано, а левая корректная рука. Очень короткая. Давай, еще раз форте. Покрепче. Нет, она по четвертям садится. Нет, по четвертям не надо. Вот она так играет. Я и другое показываю. Чтобы ты была готова это сыграть. Только вот это может сидеть сколько угодно. А это быстрый выход, немедленный. Да, это короткий выход. Там нет длинного выхода. Она везде играет длинно. Да, вот соотношение 8 с 32. 8 к 32 соотношение. 8 и 32. Вот это. А что вы порекомендуете послушать для девочки, допустим, по своим ученикам? Его покорили все сонаты Скарлатти. Говорите. Да. Андрей Гаврилов все сонаты Скарлатти, Шиф сонаты Скарлатти, Гиллис сонаты Скарлатти. Гиллис к этому всему еще добавляет акустическую педаль.
Это сложно. Но я вообще не рекомендую таким девочкам играть на инструменте в таком возрасте. Для начала я бы на нее вместе поиграла бы еще сначала итальянский концерт Баха, потом бы еще бы сонат Гайдна десяточек, потом бы Моцарта, потом бы Бетховена, а потом только Скарлатти. Скарлатти это высший пилотаж. Это очень трудно. Она не может это играть, она будет все время придумывать эмоциональный ряд, который там есть. Будет отталкиваться от красивой мелодии. А это другое. Эта красивая мелодия, она существует, но она существует в определенном пианистическом приеме. А какие приемы, она еще и звук извлечь не может. Поэтому вот это вот так. Хорошо. Достаточно.